Доброй ночи, дорогие подписчики, телезрители моего YouTube канала и просто людей, которые приветствую всех тех людей, которые случайно зашли на мой YouTube канал. В наше неспокойное время, к сожалению, есть вероятность, что YouTube площадку отключат и видео будет некуда по факту выкладывать, поэтому мы решили открыть для вас телеграм-канал. Внизу будет ссылочка для того, чтобы вы могли подписаться. Подписывайтесь, чтобы мы не потеряли друг друга, чтобы вы всегда могли посмотреть мои видео, пообщаться со мной и увидеть что-то новое, интересное, то, что я, скажем так, делаю со своими друзьями, со своей командой. Сегодня мы обсудим, я вам расскажу историю человека, который влюбился, у которого долгие чувства с детства, девушки, которая воспринимает его как просто друга. Вот. Я уже много раз говорил, что ко мне обращаются с разных стран, во всем мире. Самое первое, что важно для мужчин и женщин, это семья, любовь, близкий человек, найти любимого человека, найти любовь на всю жизнь. Почти 90% мужчин и женщин ищет себе свою вторую половинку и хочет создать семью с человеком, который будет тебя любить, понимать и принимать таким, какой ты есть. По моему опыту, к сожалению, по-настоящему мы встречаем свою любовь всего один раз в жизни. И очень часто, что этого человека мы упускаем из своих обид, из своих, скажем так, тараканов, из-за своего идеализма или желания видеть в человеке не человека, а свою картинку реальности того, что вы хотите, чтобы человек делал или кем он был. К сожалению, часто мы теряем людей, которые нам близки и дороги, не понимая из-за того, что из-за гордости и своей картинки, которую мы представляем, какой должен быть наш партнер. Во всем мире любовь и связь и отношения — это одно из самых важных. К сожалению, в нашем мире любовь, отношения, семья начинает отходить на второй план, и это заменяется, семейные ценности заменяются деньгами, всякими развратными вещами. Но, к сожалению, так наш мир устроен, от этого все войны и проблемы, от того, что кто-то пытается перестроить божественное, скажем так, провидение на что-то новое под свои какие-то реальности, изменив человечество. Значит, сразу вам скажу, что когда вы что-либо делаете в магии, в любви, привораживаете или делаете вызов или сексуальную привязку, вы должны понимать, что вы действительно любите этого человека, а не это просто, скажем так, обида или желание отомстить, или желание иметь, потому что многие именно обиду к сожалению, воспринимают за любовь. И многие приходят отомстить, а не вернуть человека и найти ошибки и создать семью. А теперь я расскажу о истории. Значит, человек обратился ко мне из Индонезии. Все детство, то есть средняя семья, все детство рядом с ним жила девочка, такая же семья примерно на одном уровне.
жила девочка из детства, они дружили с девочкой, начали общаться, и дружили просто как парень, ну просто как друзья, без всяких отношений. Прошли годы, девушке уже 25 лет, парню 28 лет, но девушка до сих пор не нашла парня, скажем так, еще ищет, а парень до сих пор в нее очень сильно влюблен. Они до сих пор общаются как... девушка его воспринимает как друга, не более того, а парень очень сильно ее любит уже, грубо говоря, лет 10-15. Но девушка никак не может воспринять этого парня, то есть она не принимает его как мужчину, и в глазах девушки это просто друг. И она влюблена в совсем другого мужчину. Сколько раз не пытался наш молодой человек, к сожалению, она всегда ему говорила, что я не вижу в тебе мужчину, я не готова с тобой общаться как с мужчиной, я готова с тобой общаться как с другом. Часто такое бывает, когда мы, ну вот в начале отношений, когда мужчина и женщина общаются с друг другом с детства, либо мужчина, либо женщина влюбляется, и либо с той, либо с другой стороны, либо мужчина, либо женщина не воспринимает вторую половинку как партнера, а воспринимает только как друга. Такое бывает. Ко мне обратился человек и рассказал всю историю. Он сказал, что я хочу, чтобы я ее много лет люблю, я хочу, чтобы она была моей женой, но она не смотрит на меня как на мужчину, мы общаемся каждый день по много раз. Она меня воспринимает как друга, не более того, она впрямую это говорит. Семья строгих правил, у этой женщины, девушки, никогда в жизни не было сексуальных отношений. В их религии возможно отношения только после замужества. Парню, который ко мне обратился, она отказывает и в отношениях, и чтобы быть женой, она ему отказала. Она его не видит в роли своего будущего мужа. Параллельно ей нравится какой-то другой, совсем другой мужчина, от которого она ждет предложения. Вот. Наш мужчина очень долго мучается, то есть он уже много-много лет влюблен в эту девушку, у него тоже никогда в жизни не было сексуального опыта, и он видит эту девушку в роли своей будущей жены. В данном случае обычно, то есть приворот делается, когда были сексуальные отношения. В данном случае обычно делается вызов и любовная привязка, чтобы у человека разгорелись чувства и появилась любовь. В данном случае я предложил парню сделать любовную привязку, чтобы она начала видеть его как мужчину и влюбилась в него как мужчину, а не как друга. И он оплатил мою работу. Я уже отработал почти 2 недели, сегодня мы будем заканчивать эту работу. Сразу вам скажу, что перед тем, как ко мне обратиться, перед тем, как вы решите сделать ту или иную работу, приворожить мужчину, приворожить женщину, вы хорошо подумайте, насколько действительно вам это нужно, потому что в мире так все устроено, что сколько ты отдашь, столько ты получишь. Если ты берешь ради гордости, делаешь эту работу ради гордости, ради того, что отомстить, или потому что, скажем так, тебя просто бросил человек, или потому что тебе хочется просто вот данный момент получить этого человека, а до этого ты его не любил, у тебя просто уязвленное самолюбие, то не стоит этого делать, потому что в мире так все устроено. Сколько ты отдашь, столько и получишь. Если ты будешь привораживать из каких-то меркантильных соображений, денег,
То есть часто ко мне бывает обращаются люди, которые хотят приворожить мужчину или женщину для того, чтобы не создать семью, или вернуть любимого человека, или найти свои ошибки и восстановить отношения. А часто в последнее время люди обращаются из-за денег, привораживают мужчин, чтобы с них иметь денег, приводят женщин для того, чтобы быть альфонсами. Так вот, поймите, в жизни не самое главное деньги, далеко. В жизни самое важное то, что у тебя внутри. Прежде всего, любовь, чистые отношения. И счастье будет только тогда, когда вы любите человека и вас любит человек. Никакие деньги вам не возместят любовь и семью, и нормальные человеческие отношения. Поверьте мне. Мир так устроен, что сколько энергии ты забираешь, столько ты отдаешь. Если сколько вы получите, столько вы отдадите. Если вы ничего не отдали человеку, то вам же будет хуже в итоге. Да? У вас будет в другом варианте жизни. Понимаете? То есть, если вы любите человека, вы готовы ему отдавать, любить, то есть смысл что-либо делать, привязку, приворот или восстанавливать семью. Если вы хотите открутить чуть-чуть время назад, вы понимаете, что вы в чем-то ошиблись, вернуть человека, это имеет смысл. Если вы хотите восстановить семью, это имеет смысл делать. Если вы действительно любите человека, но если вы просто хотите воспользоваться финансовой частью, да, и просто воспользоваться человеком, поймите, деньги не стоят жизни далеко. Вот. На этом мы заканчиваем, переходим к работе.